Чтобы изготовить столешницу из спилов бруса и эпоксидной смолы, я вырезаю из МДФ листа основание длиной метр и шириной 50 сантиметров. Это и будет размер столешницы. Всю поверхность плиты обклеиваю скотчем внахлёст. Бортики для формы вырезаны из ламинированного картона, из которого обычно делают задние стенки шкафов, комодов или днов ящиков. Полоски шириной 7-8 сантиметров, я их тоже обклеиваю скотчем. Опыт показал, что это самый надежный способ, чтобы обеспечить демонтаж формы после заливки. Потом прикрепляю стенки к основанию с помощью степера, а затем проклеиваю стыки стенок термоклеем для прочности. Переворачиваю готовую форму и промазываю стыки силиконом. Эпоксидка очень текучая, и герметизировать форму можно только силиконом. Да еще не забыть растереть его по шву пальцем. Основу столешницы составит сосновый брус сечением 40 на 40. Нарезаю кусочки бруса по 3 сантиметра. Выкладываю брус в форму с зазором примерно от 3 до 10 миллиметров и смещаю каждый элемент, чтобы создать нерегулярность рисунка. Каждый брус с торца промазываю силиконом и прижимаю к основанию. Силикон ложится на скотч и, конечно, почти не сцепляется с ним. Но этого достаточно, чтобы брус не всплывал в смоле. Развожу эпоксидную смолу, колерую ее в бирюзовый цвет и заливаю форму. Через 2 суток разбираю форму. Она неплохо отходит от столешницы, и что важно, она не протекла. Вся смола осталась на месте. Несмотря на то, что брус я нарезал одинаковой длины, форму при заливке выставлял по уровню. Столешница потребовала выравнивания с помощью рейсмуса. Мой рейсмус изготовлен из ручного фрезера Hitachi. Ссылка на ролик о станке вверху экрана. После рейсмуса шлифую столешницу эксцентриковой машинкой Makita с использованием шкурки с зерном от 100 до 400. Последний этап. Покрываю столешницу маслом. Креплю столешницу на подстолье, изготовленное из того же бруса 40 на 40. Про изготовление подстолья я подготовил отдельный ролик. Смотрите его несколько позже. И смотрите, что получилось. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!